Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как приготовить самый вкусный и полезный авокадо-тост для идеального начала дня. Я сама обожаю такой вид завтрака, потому что это просто быстро и очень-очень вкусно. Ну все, отложили все дела на потом и поехали готовить! Начинаем с авокадо. Нам нужно именно спелые плоды. Если они твердые, к сожалению, они нам не подойдут, потому что мы не добьемся нежной текстуры пасты. Поэтому нам нужно, именно спелые. И я взяла сорта Хас. Я их очень люблю, потому что чаще всего они продаются уже готовы к употреблению в магазинах. Разрезаем его пополам ножом, прокручиваем половинки в разные стороны и удаляем косточку с помощью ножа. Нарезаем мякоть кубиками прямо в кожуре и вынимаем ложкой в миску. Добавляем мелко нарезанный лук-шалот. Он менее резкий, поэтому выбрала именно его. Соль и черный молотый перец по вкусу. У меня есть приправа для лапши. Она слегка пикантная, с кунжутом. Мне она очень нравится, поэтому я добавлю ее в нашу пасту. Разминаем наше авокадо до пастообразной консистенции. Запомните, пожалуйста, что здесь не нужен блендер. Наша паста должна иметь текстуру, а с блендером она на первом станет вообще кашеобразной и станет более жидкой. Также, если, например, вам неудобно с помощью вилки, вы можете взять толтушку для картошки, для пюре, и сделать вашу пасту. Получится тоже очень хорошо. Все, паста уже получила вот такая текстура. И теперь мы переходим к нашим яйца пашот. Они делаются очень быстро и никаких особых умений для них не нужно. Сейчас покажу. Наливаем воду в сотейник, ставим на среднем огне и доводим до кипения. Когда вода уже закипела, убавляем огонь до минимума. Важно, чтобы пузырьки были маленькими, иначе яйцо может порваться. Добавляем немного уксуса, он поможет белку быстрее схватиться. Делаем воронку венчиком или ложкой и аккуратно отпускаем туда яйцо. Варим 2,5-3 минуты. Белок должен схватиться, а желток остаться жидким. Это очень важно для яйца пашот. Вынимаем и перекладываем наши яйца на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю воду. Наши яйца пашот уже готовы, авокадо паста готова, поэтому мы переходим к хлебу. Для авокадо тост лучше всего брать бездрожжевой хлеб. Он вкуснее и полезнее. Но если у вас его нету, вы можете взять любой пшеничный хлеб, который вам нравится. Нарезаем ломтиками толщиной примерно 1-1,5 см. Можно смазать сливочным маслом, оливковым или другим любым маслом, который есть дома. Обжариваем на сковороде с обоих сторон до нежной золотистой корочки. Наш хлеб уже готов. Посмотрите, какой золотистый цвет он придобил. И теперь мы будем собирать наш тост. Готовый хлеб натираем чесноком. Так он станет еще ароматнее. Смазываем крем-сыром, например, Алмета. Сверху выкладываем авокадо пасту, а потом аккуратно кладем наши яйца пашот. Можно сбрызнуть острым маслом или несколько капель бальзамического уксуса. Получится тоже очень вкусно. Добавляем зелень, петрушку, базилик или зеленый лук. Я выбрала пару листочков базилика. Все, наш тост готов. Наши авокадо-тосты уже готовы. И посмотрите, что очень важно в них. Это чтобы желток в яйца пашот вот так растекся. Не забываем об этом. Все, пробуем.
Так, чиник. Хлебушек хрустит, очень ароматно. Конечно, у меня нож не для хлеба, ну ладно, пробуем. Ребята, очень вкусно. Нежнейшая авокадо паста. Желток, кстати, тут тоже растекся. Я не знаю, как вам показать, но он тоже растекся, если видно. И если вы любите такие завтраки, обязательно попробуйте сделать дома. И я уверяю, вам очень-очень понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки. И увидимся в новые видео. Пока!